Эрдоган, который иногда в нашем украинском медиа, наши добрые украинские подписчики, которые, к сожалению, понимают либо белое, либо черное, иногда меня спрашивают, как же так, типа Эрдоган, он с одной стороны дружит с Путиным, может против него идти. Объясняю, дорогие друзья. В политике, вот в чем успех Эрдогана, он разделяет кейсы. Кейс, в котором Сирии Эрдоган может быть поступать по одному вопросу, а если кейс по Украине, другому вопросу. По Судану третий вопрос. Простой пример. Россия пытается получить военную базу в Судан. Никак не получается. А Турция у них получается. То есть, казалось бы, друзья, типа, или союзники. Нет, ни друзья, ни политики. И нам это нужно научиться. Не значит, один мой друг, он друг везде. Нет. В зоне влияния. И сейчас, когда уже сирийские оппозиции выбили оттуда полностью иранские ополчения, особенно мы говорим Алеппо. Алеппо находился под влиянием, контролем именно Россия и Иран. И в первые дня был ликвидирован эмир, этот один иранский генерал. Иран, по сути, начал менять демографию региона. Это не устраивает. Как бы ни были турки, естественно, они светские люди, но все равно они сунниты. Им очень не понравилось, что туда начал Иран вести фарси, не арабский язык, и начал туда диктовать шиизм. И Турция, естественно, не хочет иметь второй шиитский Ирак. И поэтому Эрдоган прекрасно понимает, что Путин нуждается в любой возможный формат заканчивания войны в Украине, и тут решил выставить. Пользуясь глупостью Асада, хочу напомнить, полгода назад Эрдоган заявил, что готов с Асадом встретиться. Похоже, Башар Асад забыл, с кем иметь дело. Он говорит, а я не буду с ними типа разговаривать. То есть это было как жест, ну типа я же предлагал, ну ты же не хотел. И сейчас молчание России означает одно, или вернее два. Первое, Россия ничего не может делать, потому что понимает, кто за этим стоит. И второй вопрос, сейчас скорее всего подать на Асад, что ты должен уйти. Уже нужно перейти власть. Третий важный момент, в котором именно был сигнал, за сутки до этого заявление Нетаньяху о том, что Башар Асад играет с огнем. Сначала я не понял почему, а теперь стало понятно. Скорее всего, уход Хизбуллы с юга Ливана, согласно достигнутому соглашению скорее всего, Асад по глупости дал им типа добро, чтобы у себя перемещаться. А Израиль не будет терпеть присутствие иранской силы на близко к своей границе или голландские высоты, или, как их называем, оккупированных территорий. И поэтому здесь плохой расчет со стороны Асада и его союзники, четкий расчет со стороны Турции. И сейчас, естественно, Эрдоган будет диктовать свои условия. И нам нужно теперь дальше наблюдать, как на этом будут смотреть потому что удары с воздуха начнутся по-любому. Но какими мы пока не знаем, но хочу понимать и так далее, прошлое. Именно оппозиция проиграла или была вынуждена выйти из Алеппо и других городов не потому что проиграли, да потому что просто они убивают людей массово авиаудар. И люди должны были выйти оттуда. Мы говорим про Алеппо. И сейчас будет ли вопрос, как было в Косово, режим именно закрыть небо, чтобы вопрос был решен. Как сейчас на этом посмотрит, естественно, Иран, у него свои проблемы, у России свои проблемы, и сейчас это очень важно. Вопрос, а зачем это нужно Эрдоган? Эрдоган игрок, и он понимает, когда оппонент или вынужденный вчерашний союзник очень слаб, можно с него получить максимум. И Эрдоган уже таким образом, видно, что именно он перебирает Сирию в зоне влияния, не Иран, именно Турция. Хочет оставить себя Сирию в зоне влияния, и поэтому ему нужно туда поставить свои действительно лояльную ему власть. И самое главное, Эрдоган это его последний срок, то что мы знаем, но ему нужно подготовить нормальный или серьезный успех для его преемника. И одна из выигрышных карт, на котором оппозиция в Турции играла, это что? Это сирийские беженцы. Победа сирийской оппозиции, это означает возвращение как минимум 2 миллиона сирийцев. То есть он решит очень много задач, очень много выстрелов в разных зайцев есть одним махом. И вот сейчас для нас в Украине важный вопрос. Мы можем просто смотреть
и хлопот. Или мы можем каким-то образом это воспользовать, потому что поражение России там, ослабление ее там, это означает поражение ее здесь. Хочу напомнить, перед тем, как российская армия начала убивать детей в Бахмуте, в Мариуполе, сначала они пробовали себя, где в Сирию. Все было Вагнер. Перед тем, как она уже появилась в Бахмуте в основном и в Солидар, они это в Пальмиру себе ярко почувствовали. Поэтому все связано. Нет такого, то, что там не касается, все это сегодня нас касается. И это очень серьезный, я считаю, шанс для цивилизованного мира, в первую очередь для Запада, оказать нужную помощь, и для нас, действительно, эту войну, действительно, чтобы Асад проиграл и Россия с ним. Я добавлю еще, что я еще вижу. Я уверен, что сейчас Путин много разговаривает с Анкарой, с Эрдоганом, потому что Путин прекрасно понимает, что в случае, если оппозиции удастся из Латакии выгнать Асада и повалятся, они возьмут не только город Латакия, а возьмут и Тартус, где база находится, и авиабазу, то Россия окажется выкинута из Восточного Средиземноморья, потому что это было... И выходит, все, ради чего старался, Да. все Да, пропало. оно все разваливается. И это первое. Второе. Я думаю, что точно так же Эрдоган разговаривает с Трампом, потому что очевидно, что если Трамп действительно реализует вот этот план по выводу из северо-восточных регионов Сирии армию США, то возникнет вопрос Вакуум. вот этого вакуума, о Да. котором я говорил. Но, помимо всего прочего, там есть вопрос нефтяных месторождений, Совершенно на верно. которых работают русские, и которые подпитывали режим Кстати, Асада. они на карте есть, на первой карте, можно Да. увидеть. Да. Да, и которые подпитывали режим Асада, как бы Да. тот имел, ну, во-первых, россияне имели возможность подпитывать свои силы на месте для того, чтобы как бы там иметь кэшфлоу, как они это всегда делают, как бы там, да, вот, и там как бы подкупать там сирийскую бюрократию в том числе, вот, а во-вторых, это, ну, как бы важный стратегический ресурс для всех, и для Как я курдов, говорю, и для Асада, в Пальмиру да. это одна из богатейших месторождений фосфат. Мгм. То есть Россия не только получила в зоне влияния в Сирии, и реально постоянная финансовая поддержка для своей военной машины. То же самое было в Судан, когда Вагнер смогли доставить Путину примерно около 180 тонн золота с 2016 года по 2019 года. То есть это, мы говорим, Вагнер это не, и внешнее влияние не только ради русский флаг. Действительно, так, и вот почему санкции слабые. Ну, не смогли, скажем так, оказать нужное влияние. Если у тебя есть фосфат, нефть, диаманты, золото, как санкции могут повлиять? И поэтому порты, контроль над портами жизненно важен для выживания режима Асада. Если этот контроль рухнет, и опять-таки я повторю тезис, который вначале говорил, что очевидно, что турецкий генштаб там хорошо поработал. И мне еще интересно, появилась ли хотя бы ПЗРК у повстанцев у этой сирийской оппозиции, потому что если у них будет там плюс-минус какой-то ПВО, Да, ПВО, конечно. то у россиян будет другая ситуация. Согласно фотографии Аль-Джазира показали сегодня, что они захватили какую-то российскую технику, Панцер захватили, и захватили другие. Мы не знаем, может быть, и есть такие техники, поскольку действительно брать под контролем аэропорт Алеппо полностью с самолетами, его в контроле. 4 аэропорта. Они на самом деле они взяли 4 аэропорта. Мне это что напоминает? Это напоминает именно в Нагорный Карабах. Когда молниеносно действительно, я понимаю, мы не сможем сравнивать позиции сирийские с азербайджанской армией, но все очень похоже. Все очень быстро, четко, ударно, и которое не было в Армении. И, кстати, и у Армении Россия не пришла на помощь, тут то же самое Россия. Тут единственное, что меня всего беспокоит во всем этом, это мы уже только что показали, скажем так, радостный сценарий, который, надеемся, что так. Но есть другой сценарий, мы должны его учитывать. Может ли быть, что на самом деле и Путин, да, он слаб, без проблем, без споров, но он сливает оппозицию в обмен на том, что Турция должна уже сливать нас или уступает много по вопросу Украины. Это тоже вариант. Да, маловероятно, но мы должны это учитывать.